В небольшом селе Сватково, расположенном неподалеку от Сергиева Посада, произошло событие, потрясшее местных жителей. Недавно подросток-мигрант из Таджикистана, проживающий в этом поселке, напал на 12-летнюю девочку. Этот инцидент вызвал волну негодования среди сельчан, которые решили собраться на сход для обсуждения ситуации и поиска выхода из сложившихся обстоятельств. Проблемы с мигрантами также возникают у жителей Хилокского района в Новосибирске, где они с удивлением наблюдают за круглосуточной выгрузкой ценных специалистов рядом с их домами. Все это и обсудим в нашем сегодняшнем выпуске. Обязательно подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Начнем с ситуации в Сватково. На собрании с активным участием местных жителей прозвучали слова, отражающие общее настроение. Мы, жители Сватково, устали жить в постоянном страхе. Наше село, раньше являвшееся уютным и тихим уголком, теперь превратилось в место, где многие чувствуют себя неуютно из-за поведения некоторых мигрантов, заявил один из участников схода. Это чувство тревоги и недовольства вызвано не только недавним нападением, но и общим поведением новых соседей, которые, по мнению сельчан, противоречит местным традициям и обычаям. Стоит отметить, что пострадавшей девочке потребовалась медицинская помощь, и она была госпитализирована. Этот инцидент стал последней каплей для жителей Сватково, побудив их активно выступать за безопасность своих семей. Местные власти уже обратили внимание на произошедшее, и Следственный комитет подключился к расследованию. Жители надеются, что ситуация будет взята под контроль и в их селе вновь воцарятся мир и порядок. В целом, эта история показывает, насколько важно для людей чувствовать себя защищенными в своем доме и сохранять уважение к своим традициям. Когда привычный уклад жизни нарушается, это вызывает естественное беспокойство, и люди стремятся найти способы вернуть привычный порядок. Сейчас жители Сватково надеются, что их голос будет услышан, и меры, направленные на обеспечение безопасности, будут приняты в ближайшее время. Но проблемы с мигрантами существуют не только в центральных регионах. Они наблюдаются уже почти по всей России. У Хилокского рынка в Новосибирске движение на самовольной парковке уже превысило по массовости пассажиропоток легального вокзала в регионе. Круглосуточно у заборов жилых домов десятки автобусов высаживают иностранных специалистов. В течение месяца их количество достигает нескольких сотен. Чиновники осведомлены о ситуации, но никаких мер не предпринимают. У жителей Хилокского жилого массива, которые после 4-летней борьбы победили незаконные кафе и торговые точки мигрантов, возникла новая проблема. Теперь они жалуются на непонятный трафик, стихийно образовавшийся рядом с их домами. Рядом с рынком массово собираются крупные автобусы с иностранными номерами. Посадка и высадка пассажиров продолжается круглые сутки, без перерывов и выходных. Вот мой забор, а через 10 метров этот незаконный автовокзал. Как можно жить и отдыхать при таком шуме? С 7 утра до поздней ночи приезжие тут встречают и провожают друг друга. «Сил моих больше нет», — говорит пожилая женщина, живущая вблизи проблемного участка. Только бабушка соберется лечь спать или едва проснется утром, как за забором начинается активная деятельность. Огромные автобусы, непрерывный поток приезжих, многодетные семьи встречающих и провожающих – все это происходит без контроля со стороны силовиков или чиновников. Сколько иностранцев приехало, с какой целью? Не перевозят ли они запрещенные грузы? На эти вопросы ответов нет. Эта проблема волнует и других жителей жилого массива. У нас везде автовокзал, со всех сторон автобусы едут непрерывным потоком днем и ночью. Нам остается лишь наблюдать в шоковом состоянии, пишут новосибирцы в паблике ВКонтакте. В социальных сетях многие сибиряки активно обсуждают происходящее. В обсуждение включился и иностранец, вставший на защиту своих соотечественников. Вот как они комментируют это. Почему не через автовокзал? Где проверяют документы? Эта серая зона мигрантов становится все больше. Все детские площадки, дворы ими заполнены. Если в Москве не могут справиться с этой проблемой, и там целые районы уже превращены в гетто, то что говорить о нас, задается вопросами Светлана. Что вам не нравится? Возле вашего дома один единственный кафе остался, туда ходят даже гаишники. Вроде никому ничего не мешает, а вы вечно недовольны. Я уже не знаю, куда сходить возле дома покушать нормально. Только начинаю привыкать, тут же закрывается из-за каких-то недовольных людей. Так держать, братья, где нас закроют, рядом построим новый, устанете закрывать потом, угрожает Мукимшох. Жители микрорайона собираются писать жалобу в прокуратуру, чтобы надзорное ведомство помогло им навести порядок и привлекло к ответственности собственников площадок, которые допустили весь этот беспредел.
О засилье мигрантов говорят уже давно. Но, как говорится, все познается в сравнении. Туристы проехали по нескольким уральским городам и поделились своими наблюдениями. Путешествие началось с Северного Урала, со стороны Пермского края. Их впечатление можно охарактеризовать двумя словами: Урал оккупирован. На каждом шагу встречались замотанные в платки женщины. Однако в Уфе и Владимире ситуация кардинально другая. В Башкирии было замечено всего несколько женщин в платках, и даже не ясно, были ли это хиджабы или традиционные башкирские головные уборы. Зато тут много памятников героям. Владимир туристы назвали настоящим русским городом. Ощущение начала земли русской. Никаких экзотических мечетей или молелин, делится своим мнением одна из туристок. Такие выводы можно сделать, просто проехав регион на машине. Это впечатляет. Недаром говорят: Россия – страна контрастов. Наибольшее засилье мигрантов, как кажется, наблюдается в Екатеринбурге. Среди 120 первоклашек только 10 русских, появляются настоящие этнические районы, где приезжие требуют деньги за парковку у местных и пропишут в одной квартире 1500 человек. Подобная атмосфера царит и в Челябинске. Несмотря на запреты на трудоустройство во многие сферы, тут также процветают так называемые резиновые квартиры, пусть и скромнее, до 17 жильцов на 4 квартиры. Все местные знают о Каширинском рынке, который доставляет массу проблем. В Прикамье ситуация чуть спокойнее. С начала года из региона депортировали 336 мигрантов, в то время как из Свердловской области более 2200, а из Челябинской – 1220 человек. Еще 140 ожидают высылки. Соседним регионам стоит брать пример с Пермского края и ужесточать ограничения. Однако при сравнении с Челябинском картина складывается примерно та же самая. В Пермском крае для приезжих введены ограничения на труд в ряде областей: такси, добыча нефти, производство нефтепродуктов, перевозка опасных грузов, розничная торговля, торговля напитками и табачными изделиями в специализированных магазинах, а также в лесозаготовках и других сферах. В Челябинской области перечень схожий, всего 19 категорий. В частности, мигрантам не разрешено работать водителями общественного транспорта и такси, а также заниматься деятельностью в сферах торговли, гостиничного сервиса, общепита, спорта, развлечений и страхования. Совсем другая ситуация наблюдается в Свердловской области. Здесь для мигрантов открыты все пути, регион пока не ввел ни одного ограничения. Но, как кажется, это приводит к негативным последствиям. Наибольшее число депортаций и скандальных инцидентов отмечается именно в Свердловской области. Возможно, властям уже пора задуматься об этом. Ситуация с мигрантами активно обсуждается в социальных сетях. Вот что написал один из пользователей. Постепенно людям становится ясно, как происходит разрушение России и замещение коренного населения выходцами из Средней Азии и Закавказья. Это закрепляют определенные действия и документы. Один из таких документов – договор от 7 сентября 1995 года, подписанный Ельциным. По этому договору жители этих стран могут иметь двойное гражданство. Их дети также автоматически становятся гражданами России и получают все социальные гарантии, при этом служить в российской армии они не обязаны. Другой документ заключен с Международной организацией по миграции в 2021 году, согласно которому в Россию организованно прибывают большие группы мигрантов. Идет массовое переселение мигрантов в Россию, утверждает Павел. А что насчет всего этого думаете вы, уважаемые зрители? Делитесь своим мнением в комментариях и не забудьте подписаться на канал, если вы этого еще не сделали. Всем добра, всем пока!